Всем привет, меня зовут Адиль, моим тбилисским корешам Гамарджоба. Сегодня прокатимся по Питеру. Это не хотлайн, не будем убивать колени, просто мягенько, ровненько постелим, что-нибудь подснимем, что-нибудь расскажем без экстрима. Ну, если будет пару щелочек, попробуем в них залететь. Надеюсь, вам понравится. Спасибо. Погодка хорошая, солнечная, правда, ветерок не очень приятный. Я посмотрел по прогнозу метров 5 с порывами до 10. Но я надеюсь, это нам не сильно помешает. Ну, такой, конечно, не самый приятный ветерок. Так, ну что, справа проезжаем Крестовский. Ой, Крестовский, извиняюсь, Петровский. Бывший стадион «Зенита». Первый стадион, на который я ходил вживую посмотреть футбольный матч. Но это было мое единственное посещение Петровского. Матч так себе. Играл «Зенит», по-моему, с португальским «Националом». Сыграли 1-1. Когда на воротах стоял Камил Чентофальский. Пропустил какую-то дуру. И в итоге мы не прошли квалификацию. Тогда еще, по-моему, в Кубок УЕФА. Промокли дико. Весь матч лил дождь. Оттого вдвойне обиднее было не выйти в групповую стадию. Так, что-то мы тут жмемся немножко. Так, вот здесь я поймал свои первые рельсы. Первые, слава богу, пока единственные, но довольно неприятные. Я тогда, по-моему, ехал на Аликат от секты. Или не Аликат. Да, по-моему, это была гонка, когда мы рисовали хуи. Разбил себе кисть, разбил коленку и весь в крови приехал на гонку. Но, собственно, плохо проехал ее не поэтому.
Да, ребят, сделал работу над ошибками по сравнению с первым видосом. В первом видео старался поговорить с вами побольше что-то рассказать, но в итоге сбил свое так не очень стабильное дыхание. Потому что, если честно, я давно уже не велосипедист. Последние почти 2 года я живу в Тбилиси. И там кататься на фиксе я не стал. Пересел на хачапури и вино. Сегодня с Мишкой решили съездить в район Коломны. Один из самых, мне кажется, недооцененных районов Питера. Но так еще и особо не обжитых. Из-за того, что метро там строится уже 1000 лет. Это несчастная Театральная. Еще какая-то ветка. Вернее, станция. Но район вообще прекрасный, тихий, спокойный, очень приятный. В моем личном рейтинге стоит после Петроградки, в которой я прожил всю жизнь. И милой родной Чернышевской, которую я тоже люблю всем сердцем. Сейчас едем по Благовещенскому мосту, он же мост лейтенанта Шмидта. Насколько я помню, эти ограждения даже включены наследие России, да, если я не ошибаюсь. Притормозили. Справа у нас Новая Голландия. Классное, клевое место. К сожалению, наверное, единственное в таком роде, где грустные и унылые петербуржцы могли бы прийти, полежать на хорошем газончике, насладиться солнцем. В отличие от Москвы, таких мест у нас практически нет. Парков у нас нет. Есть только Новая Голландия, да Севкабель. Не знаю, те, кто был в Амстердаме, скажите, напоминает ли вам это Голландию? Потому что этот райончик так назван как раз таки потому, что он напоминал своими видами Голландию. Ну и потому что Петруха в 704 году, когда начал строить здесь, в этом районе, свои верфи, естественно, привез с собой кучу
нидерландских рабочих рук. И это был такой район, где всегда можно было услышать иностранную речь. Ну и, собственно, с того момента он называется Новая Голландия. Я успел прокатиться на этой Мишиной желтой субмарине, которую он мне любезно одолжил. Если честно, я ловлю небольшой оверлэп. Он меня немножко смущает. После двухгоничного простоя, без езды на велосипеде. Поэтому не судите строго. Повороты закладываю довольно широко. Хотя, может, вам было бы и повеселее, если бы я разложился на каком-нибудь из них. Так, наверное, мы с вами повернем направо. Там как будто поинтереснее, потому что там мы выйдем на мойку, и уже ничего такого не будет. Ну вот, собственно, та самая колонна. Тихий, спокойный район для пенсионеров. Возможно, когда-нибудь, когда я вернусь с своих скитаний по миру и все-таки решусь обосноваться в Питере уже до конца и надолго, я выберу именно этот райончик. А может быть и нет, не знаю. Так, неприятный ветер нам мешает. Еще сильнее нам мешает наш непродуманный маршрут. Мы с этим что-нибудь сделаем. Мишка, прошу прощения за эти неразберихи. Но, если честно, плохо помню этот райончик. Прокладывал маршрут в голове. Сегодня опять перед выездом. Повел себя не очень пунктуально. Миш, прости. Вот правильно, велосипедисты спешиваются. Так, в прошлом видео я рассказывал, почему мы не едем по велосипедным дорожкам. Потому что это иногда пиздец как опасно. Люди клали болт на велосипедные дорожки. Машины клали болт на велосипедные дорожки. И вообще все клали болт на велосипедные дорожки. В том числе наши городские службы. Поэтому мы на них не катаемся. Оп. Оба. Слева.
Так, ну сейчас смотрите, повернет ли кто-нибудь мне мою огромную дыру между рамой и колесом. А, нет, повезло. Блять! Ломаю себя на этой Мишкиной передачке. Не знаю какой, но явно не для меня в нынешнем состоянии. Ну, надеюсь, вы еще не уснули. Так, что, они все поворачивают? А нам бы как? А нам бы вообще, конечно, тоже повернуть. Отлично. Так, ну тут справа тоже родные места. Красноармейские улицы. На которых расположены корпуса моего университета архитектурно-строительного, горячо мною любимого, но тем не менее не подарившего мне кучу классных воспоминаний, но и не подарившего кучу плохих, что тоже неплохо. Бруно Фернандеш за пару часов до матча с Грузией. Да, кстати, сегодня буквально через пару часов сборная Грузии играет со сборной Португалии. Португальцы уже все решили, уже вышли в плей-офф. Грузия, страна, в которой я сейчас живу, которую я горячо поддерживаю. Первый матч проиграл туркам, второй матч сыграла здорово, но, к сожалению, не дотянула, сыграла в ничью. И сегодня мне нужна только победа. Надеюсь, когда вы будете смотреть этот видос, мы уже будем знать, что Грузия вышла в плей-офф. И будем готовиться к ее первому матчу. В 16-й. Так, справа у нас Витебский вокзал. Один из самых красивых вокзалов. Ну уж не знаю, России или, Питера точно. Да хотя, может быть, и всей России. Что обязательно нужно сделать? Прийти сюда в солнечную погодку и незаметно фотографироваться. Незаметно, потому что охранники тут бывают злые и заставляют все удалять. То, что пленку нельзя удалить, им не подвластно, их пониманию. Поэтому бывали не самые приятные ситуации. Но всем советую прийти, прыгнуть на электричку и доехать, например, до Пушкина. Тем более сейчас, летом, в такую классную погоду. И там рядом с железнодорожным вокзалом есть кафе, которое называется, по-моему, Флора.
Это кафе, которое открыла для меня моя староста. Кстати, вот хорошее воспоминание с университета, где мы ели потрясающую шаверму на тарелке. Что-то кто-то заснул. Так, в прошлый раз я рекламировал одну винтажку, в этот раз рекламирую еще одну, мне кажется. Она где-то здесь. Называется Амбар Винтаж. Туда я хожу тоже уже несколько лет. Буквально сегодня купил там бланковую худи. Хорошие, классные ребята. Приходите. Такие красивые девчонки катаются на великах. И какие классные ребята с детьми катаются. Салют. А вот амбар, про который я говорил. Ну, как вы видите, в принципе, правила дорожного движения никто не соблюдает, не только мы. Это так, чисто для кадра, ребят. Обстановка спокойная, можно проезжать. Все в безопасности. И даже этот дедушка. Еще забыл вам сказать. Ну вот это, конечно, вряд ли кто ходил. Вот там вот недалеко мы проехали джазовую филармонию. Если вы живете в Питере, да если вы не живете в Питере, если у вас есть возможность, обязательно сходите. Не знаю, как сейчас, но раньше это, точно был must-have. Если вы любите хорошую музыку, хорошая музыка в широком смысле этого слова, даже если вы слушаете какого-нибудь, не знаю, Тайлера, The Creator, наша петербургская джазовая филармония вам тоже наверняка понравится. Так, и если честно, сейчас идет абсолютнейшая импровизация. Я не понимаю, куда мы с вами поедем. Не знаю, где мы окажемся в следующую секунду. Будем придумывать маршрут на ходу. Вполне возможно, мы куда-нибудь свернем. Что дует какой-то очень неприятный ветер. Там, мне кажется, мы не просочимся. Тут, возможно, просочимся. Как я говорил, все очень аккуратненько, без лишних движений. Чтобы мои старые колени не развалились на ходу. А это, мне кажется, вполне реальная перспектива, потому что буквально 2-3 недели назад я был дома у себя в Кыргызстане впервые за 17 лет. Кстати, всем советую съездить, потрясающая страна. Не такая популярная, как какие-нибудь Грузия или Армения, но не менее красивая. Но с Арменией это вообще сравнивать не к чему. Но и точно не менее красивая, чем Грузия. Так вот, полез я в хайк, и когда спускался, просто отставил там свое левое колено, давно мною травмированное, но немного функционирующее. Так. Оп-оп-оп. Мне кажется, можно уже завязывать. Конец маршрута мы, видимо, с Мишкой повторим. Как говорится, пути велосипедиста неисповедимы. Или все дороги ведут на Некрасово. Я думаю, там мы и закончим. И выпьем по бокальчику. Минут 25, я думаю, мы уже снимаем.
Надеюсь, было не очень плохо. Что третий раз Мишка мне не позволит, конечно, перезаписывать этот видос. Тихо, тихо. Ну, тут мы были неправы. Парень сработал вовремя. Хватило? Что ты скажешь, конец? Всем спасибо, ребята. Надеюсь, было не очень тухло. Если вам не понравилось, сходите выпейте пиво. Если вам понравилось, подпишитесь на Мишкин канал, поставьте лайк. Приходите в мой инстаграм, подпишитесь на мой инстаграм. Поставьте мне там лайки везде. Но мне это все не важно. Все?